Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом такого трехслойного пирожного, которое очень легко приготовить. Для начала у 4 яиц нужно отделить белки от желтков. Емкости, в которые мы кладем белки и желтки, обязательно должны быть сухими. И следите за тем, чтобы частицы желтка не попали в белки. Теперь в чашу миксера выкладываем желтки. Насыпаем 130 грамм сахара, ванилин 1 грамм и взбиваем в пышную белую массу. У меня на канале есть еще много рецептов десертов, как с выпечкой, так и без выпечки. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под этим видео. Затем наливаем 120 грамм растопленного сливочного масла и снова немного взбиваем. Теперь насыпаем 110 грамм просеянной муки, наливаем 500 мл теплого молока и снова хорошо взбиваем до однородности, чтобы не осталось мучных комочков. Тесто должно получиться совсем жидким. Теперь отдельно нужно взбить белки в крепкую пену до устойчивых пиков. Для этого наливаем их в чашу миксера, добавляем щепотку соли и начинаем взбивать на небольшой скорости миксера, постепенно ее увеличивая. На первой и второй скорости взбиваем, пока не появится множество пузырьков. Только после этого переключаем на третью. Время взбивания во многом зависит от мощности миксера. У меня теперь такая кухонная машина Red мощностью 1500 Вт. Эти 4 белка я взбивала максимум 4 минуты. Посмотрите, белки не стекают со стенок чаши и с венчика миксера. Теперь перекладываем их в основное желтковое тесто и аккуратно вмешиваем лопаткой такими круговыми движениями, чтобы белки не потеряли свою воздушность. Если белки полностью не смешаются с тестом, то это ничего страшного, так и должно быть. Посмотрите, у меня остались такие небольшие белковые кусочки. Наше тесто для пирожного готово. Теперь дно и бока формы для выпечки смазываем маслом и присыпаем мукой. У меня форма размером 27 на 16 сантиметров. Самое главное, не используйте разъемную форму. Тесто очень жидкое, поэтому точно вытечет из формы. Берите какую-нибудь обычную для запекания. Отправляем тесто в разогретую духовку до 170 градусов примерно на 50-60 минут. Еще важно не открывать духовку во время выпекания, иначе тесто осядет. И после выключения духовки оставьте пирожное медленно остывать в духовом шкафу. Нарезать пирожное лучше всего только после полного остывания, чтобы масса хорошо стабилизировалась. Украсить такое пирожное можно сахарной пудрой и ягодами. Посмотрите, тесто само поделилось на такие 3 слоя. Нижний слой самый плотный, а верхний такой воздушный, как облачко. Обязательно попробуйте приготовить такое простое и вкусное пирожное. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!